Итак, ребят, всем привет. Привет, Кирилл. Приветствую. Сегодня мы с тобой сыграем, точнее, как сказать, сыграем или не сыграем, в игру «А это правда или нет?». Ну, то есть не игра, а интервью. Мы развеем слухи о Universe of Love, о тебе и о твоих тиммейтах. Давай. Начнем с первого. А это правда? Ну, про Лигу Легенд. Ну, давай. Что сейчас Рамбл самый сильный лесник? Рамбл? Ну, он сейчас в мете. Сейчас в мете 2 чемпиона Рамбл и Ир. У нас он был готов на МСА? Да. Хорошо. А почему не выкатывали? Но у нас работали другие чемпионы в скримах, и мы решили, что лучше этим чемпионами играть, нежели другими. Следующий вопрос. А это правда, что красный баф лучше синего? Ну, зависит от какого чемпиона, на котором ты играешь. Если ты играешь на файтере, то красный будет получше. Если ты играешь на каком-нибудь маге, то для зачистки лучше синий. Это правда, что големы самый бесполезный кемп? Это неправда. Все равно приятная голда. Но его редко забирают. Не знаю, кто редко забирает, я всегда забираю почти. То есть ты обычно фулл клир, а потом гамби? Ну, нет. Ну как пойдет, там от плана на игру зависит. Типа, если у тебя нужно рано зайти, то ты скипаешь големов, там можешь рапторов скипнуть. Если не особо торопиться не надо, то можешь их забрать. Теперь больше про тебя. Давай. Это правда, что ты умеешь бить лоу-кик? Я знаю в теории, как он бьется, но где я занимался, там лоу-кики не били. Можешь по камере давить? А? По камере можешь? Там столько денег стоит, ты же потом это снимать не будешь, хотя... Тогда, это правда, что ты можешь покрасить волосы в любой цвет? Неправда. На что не готов? Ну, я не вижу смысла красить, там, условно говоря, в тот же синий, красный, розовый, там, и все в этом духе. Ну, еще у тебя эксперименты будут? Если так можно назвать. Я думаю, нет. Последний раз. Последний раз? Ну, я говорю, что последний раз красил. Первый, последний раз. Я думаю, что нет. Хорошо. Это правда, что ты обожаешь смотреть сериалы? Нет. Больше фильма? Или просто не Я, обожаешь? могу посмотреть, но не так, что прям я какой-то фанат был. Последний сериал? Последний сериал я, кстати, смотрел этот... Хотя нет, я не помню, какой сериал последний смотрел. Я помню фильм, я смотрел последний в кино Кроэла смотрел, и смотрел предпоследний «Человеческий гнев». Ну, как раз просто в кинотеатр ходил. Хороший фильм. Ну, Круэлла неплохая. Пару раз смешных моментов было там из-за собаки. А «Человеческий гнев» там вот именно с Тетом тащил. А не было бы с Тетом, я думаю, мне не особо бы зашло. А это правда, что ты пытался попасть в крауд-крауд? Неправда. Что это было? Да, я не знаю, знаешь, как на заборе что-то написали, типа, ну то же самое. Кринж? Кринж полный. Ну так, чтобы собрать классы, чтобы как-то, наверное, муть поднять. Тогда про команду. Давай. Правда, что Шипи учит играть тебя в лесу? Нет. Учил? Но Шипи учит больше на макродействия, не то, что я делаю в лесу. То есть он больше по мидгейму. Его интересует не то, что ты делаешь на начальной стадии, его интересует, что ты будешь делать в мидгейме и реализовывать своих чемпионов. Правда, что Номадс не дает тебе играть на лисине? Неправда. А почему не пикай? Тебе же нравится этот чемпион. На нем нужно очень хорошо играть, чтобы какой-то результат показывать. А можно взять какого-нибудь полегче чемпиона и давать давление больше, чем Лисин. Просто на Лисине тебе нужно, знаешь, так сказать, жопу рвать, чтобы что-то показать. А ты можешь, условно говоря, взять того же Удира, где там у тебя пару кнопок застанил, и дал еще кнопку, там у Феникса продамажил, и ты свою работу сделал. А на Лисине там, плеймейкущий чемпион. Если ты этого не сделаешь, то твой чемпион просто будет бесполезен. Хорошо. Правда, что босс сам зовет тебя на ганки? Это все, если есть ситуации, где можно загангать, типа все зовут. То есть это может быть и мидер, и топпер, и босс. Ты сам ищешь моменты? Конечно. Что проще, искать момент или тиммейт услышать и пойти? Проще самому засетапить, сказать, что там буду тогда-то, тогда-то, типа подготовь пачку и все. Ребята слушаются? Конечно, это же план. Если есть план, знаешь, одно дело, когда нет плана, другое, когда есть план, и ты знаешь, что нужно делать. Хорошо. Последний вопрос про команду. Давай. Это правда, что Инви не разрешает игрокам долго спать? Я думаю, что это не
привилегии Инви, ты знаешь, это просто как в организации, типа, что нужно рано вставать, чтобы нужно что-то больше сделать. Условно говоря, в Веге мы спали там до 2, до 3, просыпались за час до скримов, а здесь мы там, условно говоря, в прошлом сплите у нас было, мы встречались, условно говоря, в игровой, там 12 часов, чтобы просто сказать, типа, привет, привет, и просто расходились по своим делам, чтобы, ну, просто какой-то митинг произошел. А так, желательно вставать рано. Ну да, и дольше там спать уже, знаешь, может быть уставшим уже на скримах. Ну тогда-то мы просто еще неопытные были. Вот. Снова выиграли. Повезло, получается? Ну, не знаю. Но на самом деле зависит типа от организма человека. Кому-то нравится там подольше поспать, и он будет хорошо себя чувствовать. Ну, условно говоря, если сравнивать меня, я вот, наоборот, если стою рано, я чувствую то, что у меня, наоборот, больше времени появляется поиграть в соло-ку. То есть нет такого, что я встал там в 3 и как бы там поиграл чуть-чуть и уже все, конец дня. А так у тебя целый день уже, считай, есть. Хорошо. А это правда, что вся команда сама готовит себе еду? Неправда. Кто готовит? У нас есть повар Замира, очень вкусно готовит. Спасибо ей. Что твое любимое блюдо какое? Не. Наверное, мне нравятся фрикадельки у нее, прям очень вкусно заходит. И, наверное, еще нравится, ну, она, в принципе, все вкусно готовит, но вот именно самое любимое, наверное, это фрикадельки будут. И еще гуляш, кстати. Еще гуляш. Ну, еще по-корейски там есть тоже. Это правда, что вся команда снимает медийку каждый день? Неправда. Мы снимаем 1 раз в месяц, и потом это все выходит. Ну, там, наверное, пишут. Проиграли. Лучше бы играли, нежели медийку делали. Предпоследний вопрос. Давай. Это правда, что Йол играют скримы слег? Правда. И последний вопрос. Это правда, что Йол не готовится к LCL? Мы готовимся, но не так тщательно готовимся к регулярке. Мы в основном готовимся хорошо именно к плей-оффу. То есть нам не особо важна регулярка, нежели как плей-оффы. Потому что регулярка по факту ничего не дает. Когда у вас начнется подготовка к LCL? Ну, такая, что вы будете уже скримы играть активно. Так у нас уже с завтрашнего дня начинаются тренировки. То есть мы уже... Если что, это 15 июня. Да. За 2 недели собрали Да. себя на буткемпе. Да, мы всегда начинаем за 2 недели тренироваться. Не имеет значения, просто начинаем через 2 недели и просто набираем форму по ходу сплита. А если бы начали бы сразу после МСА, был ли смысл? Или лучше отдохнуть и набраться сил? Да на самом деле я не знаю, но зависит опять же от команды. Кому-то, условно говоря, вот если взять тех же корейцев, я думаю, что они вообще не отдыхают, знаешь, они просто вот играют как роботы. Но я думаю, у них просто первоначально такое было, что они уже, у них, как сказать, менталка подстроилась под это, что они уже как роботы по факту играют. Я думаю, если мы также, может, будем делать, то, возможно, мы сможем перегореть, а может быть и нет. Ну, это, знаешь, типа, как повезет. Может, да, может, нет. Понял. Спасибо тебе. Спасибо за интервью. Спасибо вам, ребята, что смотрите. Поддерживайте Йолов в летнем сезоне. Я очень надеюсь, что мы пойдем на Worlds. Пора выходить из группы. Да? Так-то. Все. Пока. Пока.